Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира российского шоу-бизнеса и культуры. Почти целый месяц лучшие сыщики города Москвы, антикоррупционный комитет и Следственный комитет товарища Бастрыкина были заняты расследованием важнейшего преступления – нападения на легендарного советского и российского композитора Александру Пахмутову, которое произошло несколько недель назад. Однако уже сегодня можно сказать, что в деле Александры Пахмутовой поставлена жирная точка. Следствию наконец-то удалось найти главных виновников преступления и узнать полную картину трагедии. Правда, все это закончилось достаточно печальным финалом. По первоначальным данным, несколько недель назад нападение на Александру Николаевну Пахмутову, находясь в ее квартире, совершил молодой российский певец Прохор Шаляпин, который ухаживал за Александрой Пахмутовой и оказывал ей внимание. Видеокамеры, установленные в квартире Александры Николаевны, установили, что Прохор Шаляпин находился в квартире в момент преступления. Однако с другого ракурса видеокамеры удалось определить, что в квартире Александры Пахмутовой Прохор Шаляпин находился не один. С известным певцом был еще один посторонний мужчина. Прохор Шаляпин долгое время не называл мужчину, который находился в квартире Пахмутовой вместе с ним в этот трагический день, путался в показаниях и вел себя не совсем адекватно. У следствия появилось предположение, что Прохор Шаляпин что-то не договаривает в этом преступлении и скрывает чужую вину. К тому же близкие друзья Прохора Шаляпина утверждали, что молодой российский певец был очень миролюбивым человеком и не мог нанести ранений Александре Пахмутовой. После того, как Прохор Шаляпин долгое время не рассказывал полную картину трагедии, к известному певцу были применены определенные оперативные меры, и вчера вечером Прохор Шаляпин наконец-то рассказал всю правду о страшной трагедии. По словам молодого российского певца, и как стало известно в результате следствия, Прохор Шаляпин совсем недавно задолжал крупную денежную сумму 100 миллионов рублей одному из криминальных авторитетов города Москвы и не сумел вовремя отдать денежный долг. У Прохора Шаляпина сложилась сложная ситуация, и он перешел к решительным действиям. Прохор Шаляпин, часто бывая в квартире Александры Пахмутовой, обратил внимание, что у Александры Николаевны дома есть много ценных вещей, и, возможно, она также хранит у себя крупную наличную сумму. По словам Прохора Шаляпина, в день преступления он пришел к известному композитору не один, а вместе с безработным мигрантом, которому заплатил небольшую сумму за оказанную услугу. По словам Прохора Шаляпина, в этот день в квартире Александры Пахмутовой должен был разыграться небольшой постановочный спектакль. Мигрант должен был ворваться в квартиру Александры Николаевны, напугать Прохора Шаляпина и забрать ценные вещи, а потом поделиться с ними с Прохором Шаляпиным. В этом случае вина за преступление целиком и полностью ложилась бы на мигранта, а Прохор Шаляпин и Александра Пахмутова в этом деле считались бы пострадавшими. Однако все пошло не по плану. Александра Пахмутова, увидев незнакомого мужчину у себя в квартире, несмотря на почтенный 94-летний возраст, попыталась дать достойный отпор мигранту, в результате чего преступник вышел из себя и нанес несколько ножевых ранений Александре Николаевне. Сегодня утром данный преступник был задержан, и Прохор Шаляпин и мигрант оказались на допросе на очной ставке, на котором присутствовал начальник антикоррупционного комитета Никита Михалков. Никита Сергеевич Михалков, у которого в последнее время сдают нервы от напряженной работы, еще ранее пообещал
отомстить за члена комитета Александру Николаевну Пахмутову и жестко наказать преступника, если его найдут. Во время допроса Прохора Шаляпина и иммигранта Никита Сергеевич не сдержал эмоций и лишил жизни иммигранта с помощью именного оружия, которое ему подарили еще 2 года назад вместе с государственной наградой. Уже после совершенного деяния Никита Михалков честно заявил, что полностью готов ответить за свой поступок. Однако, по словам режиссера, его сердце спокойно, так как Александра Николаевна Пахмутова отомщена. Дело Александры Пахмутовой до сих пор расследуется, однако уже сейчас можно предположить, что Прохор Шаляпин обязательно появится на судебном разбирательстве. Если он и не будет главным виновником преступления, то выступит как соучастник. Помимо этого, на судебном разбирательстве обязательно появится и криминальный авторитет, которому задолжал деньги Прохор Шаляпин. На данный момент Александра Николаевна Пахмутова продолжает находиться в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь известного композитора. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.